Вот это шурху вы навели, ребята. Спасибо большое за такую активность под прошлой серией. Нам очень приятно. Как и обещали, продолжаем рассказывать вам эту историю на ютубчике. Перед тем, как начнем, хочу сказать, что всю музыку из прошлого выпуска и всю из этого вы сможете найти в нашем телеграме. Мы запилили вам плейлист. Ну, и если тайтл сдуется по просмотрам и лукойлам, вы всегда сможете найти его там. У микрофона Скерс, и, наверное, следует напомнить, на чем мы остановились. В прошлой серии наших героев зафиксировали камеры слежения, и ими кое-кто заинтересовался. Некоторое время спустя неведущая об опасности парочка вновь выбралась на охоту. И пока Китами куда-то отошел, девушка активно пускает слюни на своих соседей. Из их разговора мы узнаем, что лудомании подвержены даже высшие формы жизни. Впрочем, его спутницу это не смущает. Она все равно любит своего избранника и собирается обеспечивать его, что бы ни случилось. Наконец, на Намамото обратили внимание. Вот только она точно их соседка? Почему-то в этот раз от нее не воняет. Девушка же очень хотела бы съесть их, но нельзя. Китами говорил, что если она сожрет своих соседей, то полиция быстрее вычислит их. Но так хочется. Еще и эти пришельцы так нешатся. Этот инопланетный Толян называет свою пухляшку медовой пчелкой. Как же это аппетитно. Узнать, чем могла закончиться эта встреча, нам не суждено, поскольку за Намамото приходит любитель причинять детские травмы. В его руках ошейник. И он требует, чтобы Намамото следовала за ним. Тем временем Китами в магазине читает заголовки газет. За прошедшую неделю они избавились от 15 пришельцев. Но пока об этом нигде не пишут. Впрочем, если продолжать в том же духе, рано или поздно это появится в заголовках. И тогда их мечта может осуществиться. Внезапно юноша услышал свое имя. Уже знакомый нам чел пришел за ним. Намамото у него на привязи. Не объясняя, что к чему, мужчина ведет их в какую-то забегаловку. Может, девушке сходить попудрить носик? Намамото спрашивает. А с чего и слушать какого-то странного чувака, который силой затащил ее сюда? Китами присоединяется. Что это за причудливый ресторан такой? Мужчина спокойно отвечает, что это одна из их оперативных баз. Но пусть не стесняются и закажут что-нибудь. Не хватало, чтобы они тут упали в голодный обморок. Но пусть сильно не обжираются. Китами остается благоразумным. Делать ему нечего доверять какому-то незнакомцу. А вот Намамото мимо халявной жрачки проходить не намерена. Один спайси рамен, будьте любезны. Спустя несколько минут заказ появился на столе, и девушка тут же приступила к трапезе. Эй, передай ко мне воды, эта штука острая. Но здесь нет ничего подходящего. Хотя, водку будешь? Очевидно, что нет. Кто этот парень? Он из полиции? Нет. Я был особенно осторожен, чтобы меня не засекли камеры безопасности. Не должно быть никаких доказательств того, что я убивал. Давайте перейдем уже к сути. Вы ведь убиваете пришельцев, не так ли? Аромат пинусов повис в воздухе. Дело принимает серьезный оборот. Мужчина продолжает. С тех пор, как пришли пришельцы, все изменилось. Маленькие спутники стали куда доступнее. Благодаря им было зафиксировано несколько подозрительных лиц. Ну а затем несложно было проследить и вычислить их. Пусть с китами в следующий раз попробуют убивать их под крышей, иначе Хрюни быстро вычислят его. Кто ты такой? Мое имя Игласкар. Я занимаюсь истреблением пришельцев. Что? Не все чувствуют себя в долгу перед пришельцами. Естественно, есть те, кто относится к ним со скептицизмом или даже отвращением. А некоторые и вовсе ненавидят их и желают им смерти. Я работаю посредником между клиентами, которые запросили уничтожение инопланетян, и оперативниками, которые выполняют заказ. Как насчет стать партнерами? Вы убиваете назначенных пришельцев, а мы будем вам платить. Китами произносит, что они ошибаются. Это были не они. А теперь им с Намамото пора. Игласкар пытается их остановить, но видя, что паренек не ведется, он решает спросить, как они избавляются от тел. Юноша напрягся. Заметив это, Игласкар продолжил. От трупов пришельцев куда сложнее избавиться, чем от людских. Что бы ты с ними ни делал, они всегда будут источать противный запах, от которого невозможно избавиться. Он готов рассказать, как они поступают с ними. Сперва помещают тела в дробилку, затем смешивают их с бетоном и выливают в землю.
Но даже прибегая к таким методам, полностью не удается избавиться от зловония. Неважно, как глубоко они их закапывают, запах смерти и разложения со временем выбирается на поверхность. И это довольно невыгодно, ведь земля, которую они используют, неизбежно становится непригодной. Более того, она ведь не бесконечна. А если посчитать количество рабочей силы и времени, становится очевидно, что все это скоро перестанет себя окупать. И вот поэтому ему очень хотелось бы знать, как пара отбросов без денег, имущества и оборудования смогла стереть столько пришельцев с лица земли всего за 1 неделю, и без всяких следов. Они должны раскрыть свой революционный подход к этому делу. Итами хоть и обеспокоен, но рад, что все отходы находятся у Намамото дома. Их спутникам не увидеть то, что творится там, за закрытыми дверьми. Нельзя оказаться на побегушках у какого-то странного ублюдка. Нужно сохранить в секрете странные вкусовые особенности и стальной желудок Намамото. А, ты об этом? Да я их... Да нам-то откуда знать? Мы ведь даже никого не убивали. И хватит меня бесить. Ты нарываешься на драку. Вижу, ситуация зашла в тупик. Что ж, в таком случае ты мне больше не нужен. Ты не хочешь браться за эту работу и раскрывать свой метод. Вдобавок, умудряешься дерзить мне. Нет никаких сомнений. В будущем ты станешь той еще занозой. Поэтому, боюсь, тебе придется уйти. Сладких снов, Китами. Так, стоп. Ты не можешь убить Китами. Он мне нужен. Я не настолько сильна, чтобы убивать пришельцев в одиночку. Также я хочу назад свой острый рамен. Посижу здесь, пока ты не сделаешь мне другой. Тебе просто нужен был повод, чтобы получить добавку, не так ли? Похоже, ты мне тоже не нужна. Я не нуждаюсь в немощном человеке. Мы согласны. Мы будем работать с тобой. Но наш метод утилизации остается в тайне. И если вы действительно хотите его узнать, то вам придется постараться, чтобы заслужить наше доверие. И если у вас получится, мы объединимся с вами. Видимо, расстрел отменяется. И Глазкар просит, чтобы его помощница выходила. Прозвище у нее Позвонок. Пусть она введет их в курс дела. Он же собирается помыться. Вернется через часа 2. Девушка представляется. Отныне она их поддержка. Но ближе к делу. Вот их цель на сегодняшний вечер. Для этого задания им нужно будет отправиться в отель. Также, чтобы попасть туда, придется надеть соответствующий наряд, чтобы избежать подозрений. Необходимую одежду они им предоставят. И вот спустя некоторое время парочка уже готова к первой миссии. Впрочем, такие костюмы для них новинку. И они не очень-то и удобны. Намамото вовсю жалуется, но помощница просит ее не мешать. Она разговаривает по телефону. И Глазкар просит, чтобы она проследила за ними. Если они облажаются, она знает, что делать. Первая миссия вот-вот начнется. А продолжение будет через неделю. После этой главы синоптики объявили увеличение количества комментариев о том, что этот тайтл напоминает бензопилу. Вот этот Игласкар — вылитый учитель Денджи Пауэр. Ну, во всяком случае, пока от него веет таким вайбом. Еще после этой главы у меня появилось стойкое ощущение, что перед нами такие пацаны, где вместо суперов будут пришельцы. Ну и в целом я считаю, что пока рано прям оценивать этот тайтл. Все, что могу сказать, происходящее пока нам нравится. Забрасывать королеву драмы пока не планируем. Кстати, в прошлый раз вы накидали так много комментариев, что мы решили внедрить новую рубрику на канал. А именно 3 комментария из прошлого выпуска. 2024 год. Самая скандальная манга 2025. Ну, на самом деле я хотел выставить все это как байт, ну и типа Новый год на дворе, все дела, это в тему, но... Все дело в том, что когда я заливал этот видик, я просто случайно его так назвал. А когда обратил на это внимание, уже что-то и собирать там видик начал, да и я придумал это оправдание про байт. Но вот теперь вы знаете, это название получилось случайно. Кстати, Скерс, хорошая у тебя нейронка на женщине. Прям артефактов не слышно. Кайф. Я уже не человек, блядь. Я нейронка нахуй. Нейронка, знай свое место. Сука. Если это станет романтикой, то они будут самой милой парой из всех. Ну или хотя бы самой сытой. Ну, с этим не поспоришь.
Оставляйте свои комментарии, и в следующем видосе, может быть, именно ваш, мы зачитаем и ответим на него. Поддержать нашу озвучку, а также заценить дополнительный контент по мотивам канала можете на Бусти. Там есть и аудиокниги, и отдельные пересказы потихоньку появляются. В общем, есть на что посмотреть. Ну и по классике, для того, чтобы мы продолжили этот тайтл вести прямо на канале, а не в Телеграме или там Бусти, вам нужно будет собрать 1624 лайка. Огромное спасибо всем за просмотр, а также за поддержку моего канала. Для вас старались Скерс и Полина. Всем пока.